Всем привет! С вами канал Dead House. Я пришел к следующему дому. На первый взгляд вам кажется, что он новый, свежий, но он мертвый, и он заброшен. Он большой, получается в 3 этажа, цоколь и 2 этажа. Он в самом лучшем состоянии, что на данный момент из мертвых домов. Я посетил. Здесь вот целые окна, двери закрыты, только вот нижние оконца выбиты. Здесь еще хочу показать сад яблони. Они вот цветут, и у людей был большой сад. То есть насколько давно дом построенный, что уже яблони, скажем так, старые. Вот это вот дерево выросло рядом с фундаментом. Новую электролинию провели. Это там вот, сейчас я покажу. Пойдем с вами. Вот, если вы видите, вот здесь вот бытовка стоит между деревьями. Там, скорее всего, люди хотят участок обрабатывать. И там же поле обрабатывается. Вот. Сейчас мы все обойдем. Здесь вот дом, скорее всего, в этом доме жили и строили, как мне кажется, рядом себе новый, но оба мертвых и брошенных. Вот где вот деревья идут, там река текет. Небольшая, но есть. Место очень хорошее. Хочу обратить ваше внимание, то, что здесь вот построенный гараж, а вот здесь вот здесь вот это душевая. Мы сейчас к ней пойдем. Гараж завалился. Вот здесь вот трещины. Строили вроде бы основательно, но без ухода и без надзора все валится. Здесь даже, мне кажется, некоторое время автомобиль был, потому что различные какие-то запчасти, канистры здесь все остались вот на полках. А крыша обвалилась. Так. Мы посетим оба дома с вами, я думаю. И посмотрим, что в них осталось, что в них не разграбили. Так, сейчас мы в душевую пройдем. И туалет. Но мне кажется, это душевая. Почему на улице построили, я не знаю. Для чего так. Здесь вот видно пол. Там плитка под деревянными решетками.
окошки. Вешалка такая на скорую руку. И вот здесь вторая кабинка. Да, вот он, кран. Плиткой начали обделывать. Доделали. Вот такая душевая. Давайте я чуть дом с этой стороны обойду. Мы посмотрим. Тут на самом деле шифер лежит. Или крышу пытались менять. По какой-то причине вот здесь вот. Потому что сверху металлическая крыша. Металлическая. Вот, ну дом в очень, на самом деле, хорошем состоянии. И, как я говорил, вот эти оконцы почему-то на цоколе выбиты. Вот с этой стороны. Здесь тоже дверь вон есть. Дальше. И все. Выход на задний двор. И вот такой вот заросший сад. Вокруг звуки. Люди, которые все-таки живут в этой деревне, обрабатывают свои участки. И их очень хорошо слышно. Да, очень жалко, что по каким-то либо причинам такой, я бы сказал, шикарный дом брошен, и он умирает. Ему, конечно, долго умирать, потому что в него вложено очень много средств и сил. Ну и плюс это не из бревен или подобного рода щитовые дома. Вот. Пройдемте, попробуем, наверное, вниз. Пройдем. Так. Сейчас. Вот здесь вот в эту дверку, не дверку, а окно, можно пройти. Вот. Но я на порожке по традиции оставлю дому гостиницы. Задобрим дом. Вот. Через эту дверь, как окошко это цоколя, мы, наверное, пройдем. Очень маленькая. Так. Что здесь? Здесь бутыли из-под воды, кирпич. Вот песок насыпанный. Наверное, сюда его засыпали, чтобы использовать. Кирпич новый. Печь. Вот. Стены вот обрушиваются. Меж перекрытия. Обрушивается, кирпич лопается и обрушивается штукатурка, отделка. Электрика проведена в доме. Вот еще комната. Сюда проходим. Вот тут открыто, не выбито. Здесь комната. Тоже свет проведен. Это вот мы прошли кругом. Здесь вот какая-то печь, что ли, строилась или что-то подобное. Выход был для вентиляции трубы. Все очень такое ощущение свежее. Вот печь. Это получается цокольный этаж, как подвал. И вот здесь такая печь. И вот здесь, на которой хотели готовить, получается.
Но ее не топили ни разу. Ее не доделали вроде. Там нету выхода. Дымохода. Так, здесь вот дверь металлическая. Вот. Всякий шлак набрался. Везде проводка уже лежит, меня что-то дергали. Здесь вот еще комната. Это вот перекрытие и сплит первого этажа. Да, дом основательной страны. Здесь вот такая вот лестница. Первый этаж. Залез. Это выглядит вот так вот. Вот она дверь. Это выход наружу. За дом. Все изнутри с белого кирпича. Вот, тут утеплитель. И красным обделан. Здесь вот начиналась обделка комнаты. И все. На этом все. Вот, скорее всего, площадка для камина. Мне кажется. Дали пол, керамзит. Черновой пол не заделанный. Здесь тоже. Вагонкой начали обделывать. И не обделали. Потолок не доделали. Да, очень печально. Люди вкладывали и все. А на самом деле тут входная лицевая дверь. Она выполнена в таком стиле. Здесь или балкон наверху хоть планировали. Не знаю. На самом деле этот дом очень долго стоит. Я могу сказать, что более 10 лет, это более. Он стоит в таком состоянии. Вот тут еще одна комната. Тоже все в вагонке. На самом деле, не знаю, странно. Или каждому по вкусу, но дом из красного кирпича обделан снаружи. Весь из кирпича, а отделка вагонкой внутри хотели. Странно. Давайте поднимемся. На самом деле боюсь упасть. Вот здесь. И здесь на самом деле первый раз. Да, здесь выглядит это вот так вот. Здесь особо не принимались за работы. Тут все полы не лежат, доски, вагонка. Здесь комнат меньше. Вот, ух ты. Какой бутыль. Не ожидал увидеть. Он в металлической какой-то подставке с крышкой. Интересно. Но хорошо, что много окон. Вот как минимум на втором вот здесь вот этаже.
очень много окон. На первом как-то не очень мне понравилось. Здесь вот так вот. Здесь дырка уже в крыше. Вот все это начинает гнить. Вот оно все умирает. Конечно, это можно поменять. Вот. Уже стена в плесени. Отличная. Здесь вот так вот я вам покажу. Это мы сверху. Тут есть лестница на крышу. Можем тоже подняться. Она, мне кажется, понадежнее, чем предыдущие. Очень меня сейчас огорчает, что у нас многие не могут построить себе жилье. Или больших денег сейчас тратят на постройку жилья. А здесь просто пропадает. Такой огромный и с такими большими вложениями дом просто пропадает. Но у него есть жильцы. Сам покажу. Сейчас это вот так вот выглядит. Вот гараж, крыша, которая разрушилась. Гниет. Вот. А жильцы здесь какие? Птицы. Вот видно, они здесь загадили. Они здесь живут. И для них очень хорошее убежище. Так. Сейчас можно, конечно, за участок зайти. Поларный, потому что пол прилеплен, получается, как-то снизу. Вот этот черновой здесь. И если я встану, мне кажется, я провалюсь. А, нет, ну да. Прилеплен не к низу, но все равно. Не очень надежный. Так сказал. Вот. Такой вид за домом. Если облагородить, очень шикарный. И сад. Как бы своя лесополоса. Парк, мини-парк с таким домом. И у реки. Это очень шикарно. Так. Ну что, будем спускаться. Ой, чуть не свалился. Печально, да. Ужасно, видите? Подобное. И в каждом доме ужасно. Потому что люди в каждый дом вкладывают душу, силы, какие-то надежды, планы. И все это рушится. На самом деле, слазить намного, мне кажется, сложнее, чем залазить. Камерой вообще это, кажется, очень затруднено слазить по таким дощечкам.
рычаг чуть не завалился. А, еще хотел показать. Я увидел, вот начинает, видите, вода стоять через фундамент. Она протекает, просачивается. И это все разрушает дом. Вот этот дом, если получится, на вторую серию. Ну, про него отдельно сниму. А с этим домом попрощаемся. На самом деле, я хочу ему пожелать нового владельца, если это возможно, чтобы он обрел хозяина и продолжил жить, потому что, я думаю, у него это возможно. Я не скажу про подобные дома, но про этот я бы хотел, чтобы он жил, в нем был смех, радость, запах готовой пищи и жизнь. Всем большое спасибо, подписывайтесь, с вами канал Dead House.